Всем привет! Сегодня я собрал список муралов со знаменитыми личностями, которые родились, жили в Харькове или начинали здесь свой творческий путь. Также мы вспомним тех, кто не имеет прямого отношения к Харькову, но является культовой фигурой, и местные художники решили сотворить в их честь картины на стенах. Начать список я решил с двух самых ярких и запоминающихся портретов. На одном из них изображен первый человек в мировой истории, совершивший полет в космос – Юрий Гагарин. Портрет Гагарина является одним из самых масштабных проектов стрит-арта в Украине. Мурал, посвященный первому космонавту, занимает 450 квадратных метров площади. Приблизительно столько же баллончиков краски потребовалось для создания работы. Автор арт-объекта Андрей Пальваль изобразил Юрия Гагарина в шлеме скафандра на фоне космического пространства и корабля «Восток-1». Портрет нарисовали в 2013 году и занесли в Книгу национальных рекордов Украины как самое большое граффити на фасаде дома. Однако первенство не удалось удержать долго, и в 2014 году его место занял мурал с изображением Шевченко. Мурал с портретом великого украинского поэта Тараса Шевченко украшает фасад 16-этажного дома. Нарисованный портрет был в 2014 году посвящен 200-летию со дня рождения поэта. На создание этого мурала ушло около 3 недель и более 900 аэрозольных баллончиков. Площадь портрета составляет 570 квадратных метров. Портрет Шевченко в Харькове внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый большой портрет на стене жилого дома. Кузьма Скрябин. Этот арт-объект появился в рамках фестиваля «Харьков Мурал Фест» в 2018 году. Мурал, посвященный украинскому певцу, писателю, телеведущему, продюсеру, актеру Кузьме Скрябину, который создал Андрей Пальваль. На создание граффити ушла неделя и около 200 аэрозольных баллончиков, а фотографию, с которой рисовали картину, предоставили харьковские фанаты Кузьмы. Место, где располагается мурал, выбрали не случайно, ведь когда-то здесь состоялось первое выступление музыканта совместно с Большим симфоническим оркестром Харьковской филармонии. В январе 2021 года художники отреставрировали картину, ведь за 2 года некоторые краски потеряли прежний вид. Следующая инсталляция из нашей подборки посвящена харьковской дрессировщице, первой советской укротительнице львов Ирине Бугримовой. Картина содержит 18 элементов из полистирола, изготовленных отдельно в мастерской, а затем установленных на стену. Портрет Бугримовой состоит из 10 элементов, а еще из 5 лев. Оставшиеся 3 элемента представляют собой корону и надпись «Ирина Бугримова» с именами ее первых львов – Юлий, Гай и Цезарь. Над проектом работали художники из группы «Соул» Алексей Постульга, Алексей Филиппов и Денис Стадник. Им удалось выполнить работу, занимающую около 190 квадратных метров, за 2 недели. А на этом мурале художники изобразили портрет военной летчицы и первой женщины, получившей звание Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Арт-объект появился на фасаде 4-этажного жилого дома в 2013 году в рамках проекта «Гордость Харькова». Художники арт-группы Q2 изобразили летчицу в военной форме на фоне голубого неба, самолета и ласточек. Валентина Гризодубова родилась 14 апреля 1909 года в Харькове. Уже в 2,5 года впервые поднялась в небо на аэроплане, привязанная к отцу ремнями, а в 14 лет совершила первый полет на планере в Коктебеле на слете планеристов. В октябре 1937 года Валентина установила сразу 5 мировых рекордов для женщин на легкомоторных самолетах. В качестве командира экипажа самолета АНТ-37 «Родина» вместе с Полиной Осипенко и Мариной Росковой 24-25 сентября 1938 года Валентина Гризодубова совершила беспересадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, покрыв за 26 часов 29 минут расстояние в 6450 километров. Летчица установила еще один международный женский рекорд дальности полета. За этот перелет 2 ноября 1938 года летчице присвоили звание Героя Советского Союза. Но на этом заслуги Гризодубовой не заканчиваются. На май 1943 года летчица совершила около 200 боевых вылетов на самолете Ли-2 для бомбардировки вражеских объектов
доставки боеприпасов на передовую и для поддержки связи с партизанскими отрядами. Мурал Клавдии Шульженко. Ранее на здании был другой портрет певицы и актрисы. Однако у постройки сменился владелец, и, решив усовершенствовать помещение, новые хозяева закрыли граффити утеплителем. Поэтому в 2006 году художники решили создать новый проект на месте утраченного портрета и дополнить работу еще одним изображением певицы с другой стороны здания. От момента создания макета до завершения двух картин прошло около месяца. Чтобы детально передать образ артистки, художники обращались за помощью к сотрудникам музея Клавдии Шульженко, к людям, которые изучают ее биографию, и тем, кто знал певицу лично. На портрете с одной стороны здания изображена артистка в молодости, там она держит в одной руке маг, символ памяти погибших во Второй мировой войне, а в другой синий платочек, что является отсылкой к песне, которую исполняла певица. Второй портрет Клавдии Шульженко создан по ее знаменитой фотографии в шляпке. Тут же изображены диск с ее песнями и автограф. И для справки, родилась Клавдия Шульженко в Харькове 24 марта 1906 года. Мурал, посвященный украинскому актеру, кинорежиссеру и сценаристу Леониду Быкову, создали участники арт-группы «Соул». Художники Алексей Пастульга, Алексей Филиппов и Денис Стадник нарисовали граффити в 2013 году для арт-проекта «Гордость Харькова». Выбрав кадр из бессмертной киноленты «В бой идут одни старики», авторы изобразили его на фасаде дома по улице Сумской. Этот мурал, посвященный певице и актрисе Людмиле Гурченко, подарили Харькову художники в 2016 году. Рисунок изобразили на стене дома, где харьковчанка жила во времена немецкой оккупации. Людмила Гурченко родилась в Харькове 12 ноября 1935 года. Ее отец с матерью работали в Харьковской филармонии. До начала войны Людмила жила вместе с родителями в однокомнатной полуподвальной квартире в Мордвиновском переулке. Сейчас эта улица носит название Кравцова, а рядом с ней находится переулок, переименованный в честь Гурченко. На одном из домов по улице Примеровской авторы нарисовали портрет актрисы и телеведущей Натальи Фатеевой. Изображение появилось в 2016 году и занимает около 500 квадратных метров. Кроме того, художники постарались сделать менее заметными уже установленные на стене кондиционеры. Наталья Николаевна Фатеева родилась в Харькове 23 декабря 1934 года. Фатеева снималась в таких популярных фильмах, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Место встречи изменить нельзя», «По законам военного времени». В районе ХТЗ есть мурал Льва Ландау, физика, лауреата Нобелевской премии. Нарисовали это произведение искусства уже известные художники из арт-студии Q2. В одной части композиции можно увидеть изображение Льва Ландау с книгой, а в другой части атомное ядро. Если тема муралов города Харькова будет интересна зрителям канала, то в следующих выпусках продолжим. А на сегодня все. До новых встреч. С вами был Алекс Моторный.